Так, еще раз добрый день. Начинаем сегодняшний вебинар как продолжение той темы, которую мы уже освещали. Это тема антивирусная, как укрепить свой иммунитет в условиях той пандемии, которую объявил ВОЗ. Дело в том, что все приходят к мысли, что вот вся эта пандемия и прочие вещи связаны с этим коронавирусом, от которого на самом деле лекарств как таковых нет. Есть все лекарства, которые там от каких-то других болезней, но люди-то умирают от осложнений от этого вируса, а не от самого вируса. Осложнения возникают от того, что слабый иммунитет. Поэтому мы сегодня как раз рассмотрим технологию, которая позволяет укрепить иммунитет без всяких медикаментов. Что это за технология? Это технология светлиц. Это такие устройства, которые... Значит, вопрос, как можно еще, какими способами укрепить свой иммунитет? Тут мы занимаемся такими технологиями, мы их называем световые технологии, технологии восстановления светимости. Они связаны напрямую с такой областью физики, которая называется физика структур. Есть такая монография толстая у Кулакова, называется «Теория физических структур». Вот мы эту теорию используем для того, чтобы можно было проектировать такие удивительные устройства, которые мы называем светлицы, которые объединяют свет нас и свет лица. То есть у каждого есть биологический свет, биосвет, которым мы связаны с этим миром. То есть это система связи. То есть ученые, которые исследовали эти явления, они пришли к выводу, что мы рассматриваем сегодня такую технологию, которая называется технология восстановления иммунитета без медикаментов и без каких-либо веществ. Эта технология кажется достаточно странной и удивительной, но тем не менее она работает, и это мы покажем на фактах. Технология основана на теории физических структур Кулакова, и с ней можно познакомиться в интернете, набрать Кулаков, теория физических структур, и там появится его монография, которая много математики, которая описывает совершенно новую парадигму физическую, парадигму, основанную на том, что есть в мире, кроме реальности, есть еще и понятие такое, как структура. Что хочется сказать про эти технологии? Значит, мы сейчас не будем сильно в них вдаваться, для этого у нас будет еще время для различных встреч и знакомств, для различных вебинаров, семинаров и так далее. Сейчас просто я скажу, что такая технология есть, и давайте рассмотрим факты применения этих технологий для укрепления иммунитета. Именно это является целью нашей сегодня встречи, для того, чтобы показать, как работают эти технологии. И попробовать вам тоже их использовать, потому что есть некие структуры, которые мы можем применить для вот этой вот нашей деятельности. Здесь у нас различные устройства, которые выглядят в виде карточек, в виде различных повязок, различных масок и так далее. То есть это все устройства, которые фактически ничего не имеют, никаких движущихся частей, никаких излучений собственных, да, то есть, но тем не менее они существенно могут влиять на характеристики различных физико-химических систем, биологических систем и так далее. Почему это нам важно? Потому что мы, на самом деле, существа такие достаточно интересные. Мы являемся проекцией такой многомерной какой-то сущности сюда, вот в это трехмерное пространство и время. И вот в силу того, что у нас есть вот такие вертикальные связи, их можно использовать для того, чтобы улучшить нашу собственную жизнь, наладить какие-то отношения, наладить свои возможности, усилить с помощью этих связей. Ну, давайте посмотрим для конкретно, что же у нас получается за характеристики такие есть у этих устройств. Значит, у нас вот есть сейчас, еще раз уточню, что вот есть, например, сейчас мы рассмотрим два устройства, которые одно называется Хелинг, это вот такое, да, то есть или целитель, мы его еще называем, ну, исцеление, целитель, как бы вот такая, это вот такая карточка, сейчас я из пакетика достану. Вот, внутри нее есть некий слой с нанесенными структурами, и есть еще вот такая карточка, которую мы называем релакс. Карточка Хелинг, она помогает
усиливать иммунитет и вообще защитные свойства организма от всяких разных вирусов, бактерий и прочих вещей. Вот. Оказывается, релакс позволяет уменьшить влияние стресса на жизнь человека. Как это влияет на самом деле на человека и почему это работает? Давайте посмотрим вот такие документы. Вот, в частности, вот хотелось предложить вам для внимания такую табличку. Это исследование, которое нам делали в Сибирском филиале Академии наук в городе Якутске. Исследовали, как влияют наши светлицы на кровь и, в частности, на лейкоциты. Что делали? Сейчас вот она у нас на экране. Что исследовали? Брали пробу крови, то есть это в пробирочку, и обрабатывают гепарином, чтобы она не свертывалась, и исследуют, какие свойства лейкоцитов там есть. Ну, лейкоциты – это основа нашей иммунной системы. Именно они встречают во всеоружии те вирусы и бактерии, которые к нам пытаются внедриться. И замеряли вот некоторые свойства лейкоцитов. Здесь их 10, этих свойств. Есть биохимические свойства, первые тут вот 5 штук, и дальше 6. Потом у нас идут так называемые геномные характеристики. Коэффициент репарации, коэффициент устойчивости генома, коэффициент продуктивности генома. В этой табличке мы видим такую колонку, которая называется норма. Это то значение, которое в среднем должно быть у нормального человека, то есть чтобы его иммунитет работал хорошо. И здесь есть две группы экспериментов. Вот контроль 1 – это исходное состояние тех людей, у которых брали кровь. Ну, видно, что есть отличие от того значения нормы, которое мы здесь видим. Вот колонка следующая. Эту кровь инкубировали в течение 2 суток на вот изделии светлицы, о которых мы сегодня рассказываем. Что произошло с кровью? Да? То есть мы видим некое изменение. А вот контроль 2 – это другая группа экспериментов с другими людьми. Это их значение в среднее вот по этой группе. Просто этих людей всех, которые измеряли, просто это условно на 2 группы разделили по вот этим их характеристикам, которые у них были, по тем отклонениям, которые мы наблюдали. И опять же 2 суток эта кровь выдерживалась на изделии светлицы. Что мы здесь видим? Мы наблюдаем очень интересный результат. Есть такое явление, которое явление нормализации, то есть движение к норме. Здесь мы ее хорошо видим, это явление. Ну, давайте возьмем с конца этой таблички, посмотрим на самое последнее значение. Здесь у нас в конце стоит такой параметр коэффициент продуктивности генома. Насколько наш геном хорошо репродуцируется в процессе деления клеток. И здесь мы видим, что вот в контроле 1 это значение почти в 2 раза меньше нормы. И вот после того, как оно взаимодействовало со светлицей, мы видим движение к норме почти выровнялось этот показатель. Этот же показатель в другой группе был больше нормы, и тоже он двинулся к норме. Вот коэффициент устойчивости генома, если мы говорим, да, то есть устойчивость генома к различным факторам. И вот мы видим, например, что в контроле 2 это значение было 0,2, да, то есть это в 5 раз меньше нормы. И после взаимодействия со светлицей опять мы увидели увеличение, да, то есть выравнивание этого параметра, и опять он стал нормой. Так, давайте еще раз теперь посмотрим совсем на другой показатель. Да, вот, например, есть биохимический показатель НМАО какой-то. Ну, мы не будем вдаваться в подробности, что это такое. Вот здесь в контроле 2 этот показатель в 10 раз меньше нормы был исходно. Здесь мы видим изменение, стало 0,98, то есть изменение почти в 10 раз. Это говорит о том, что эти показатели меняются не в какую-то одну сторону, да, то есть они все двигаются в некой заданной норме с разных сторон. То есть могут они двигаться снизу, могут быть сверху. То есть если показатель ниже нормы, то он растет, если выше нормы, то он снижается. То есть это вот называется эффект нормализации. О чем говорит этот эффект еще? О том, что если мы видим результаты появления этого эффекта, значит этими технологиями мы не можем навредить. То есть вот этот принцип основной, который в медицине существует, то есть не навреди, но здесь практически идеологически заложен в эту систему и проявляется.
То есть этими устройствами мы не можем навредить, можем только улучшить. Но что мы можем улучшить? Да? То есть мы можем улучшить различные показатели состояния человека. За счет чего это происходит? За счет того, что у человека уменьшается влияние различных помех на него, на структурном уровне. То есть разные уровни организации, да, то есть нашего мира. Какой? То есть мы знаем, есть структурный уровень организации, это в виде атомов, молекул мы состоим, да, то есть как эти молекулы организованы, это есть структура вещества. Как организованы поля, как они распределены в пространстве и времени, это есть структура поля. Да, то есть структура — это всегда некий порядок. Может быть информационный порядок, да, то есть, например, структура языка, структура какой-нибудь инструкции, да, то есть вот есть некий текст, в нем содержится какая-то информация. То есть он содержит определенную структуру, как последовательность определенных действий. Но есть еще вид структур, которые описываются теорией физических структур, которые вне этой реальности находятся. Так вот, мы здесь имеем дело как раз со структурами, которые находятся вне нашей реальности, но с которыми мы можем взаимодействовать. Те принципы, которые мы используем, та физика, которой мы занимаемся, это как раз физика структур, то есть физика взаимодействия с теми структурами, которые находятся вне нашей реальности. Как на них настроиться, как их привлечь, как их проявить в нашей реальности. Вот возьмем, например, вот это устройство Хелинг, да, то есть о котором мы уже говорили, или целитель. Он восстанавливает целостность нашей системы. Это не борьба, это восстановление, опять же, целостности. То есть не борьба с какими-то вот факторами, с какими-то микробами и так далее. То есть это создание условий для того, чтобы те качества, которые есть в организме, да, то есть они стали проявляться в большей полноте. Если у человека слабый иммунитет, он усиливается, он становится более мощным и способен справиться с любыми проявлениями бактерий. То есть не значит, что теперь мы никогда ничем не будем болеть. Да? То есть, но если мы будем, то будем болеть гораздо реже и с меньшими последствиями. Да? То есть если какая-нибудь там прицепился какой-то вирус, то он быстренько раз-два, иммунная система с ним разобралась и его убрала всякие последствия от этого вируса. Почему иногда нам все-таки надо поболеть? Ну, на мой взгляд, есть разные теории на этот счет. Да? То есть вот в нашей ДНК, например, считается, что у нас 80% той генетической информации, которая у нас есть, это информация, которую мы получили от различных вирусов. Но если мы их получили, она как-то использует. Вот сейчас пришли к выводу, что это уже не мусорная ДНК, это все очень нам нужно. Это все организм применяет для своих каких-то целей. Поэтому, если вирус какой-то появился, возможно, это просто вот нам необходимо с этой информацией познакомиться. Если она у нас другими путями не доходит почему-то, ну, значит, надо ее вот принять в таком виде. А вот если слабая иммунная система, она пропускает не только вот информационную часть, она пропускает сам вещественный вирус, который начинает там усиленно размножаться и отравляет организм с продуктами своего распада. Так, ну вот с этой табличкой мы разобрались. Давайте посмотрим, что еще у нас наши светлицы делают. Продолжим наш рассказ об этих удивительных технологиях, светличных технологиях, которые сочетают в себе биосвет, который от нас идет, да, и наши личности, которые связаны с самыми высшими сферами. И вот эти связи мы можем использовать и применять для нашей жизни вот в этой реальности. Потому что наша реальность с точки зрения теории физических структур — это вот не единственная реальность. Их может быть множество. Ну, теория Верета, на самом деле, о множественности реальности тоже об этом говорит. Но где вот этот управляющий центр находится этими реальностями? Это как раз мир структур. То есть некая реальность структур, из которой вот эти структуры к нам уже сюда проецируются в нашу реальность в виде вот каких-то событий, явлений и так далее. Но это как вот некий такой процессор вселенского масштаба, или даже выходящий за пределы вселенных, да, то есть множество вселенных, который вот управляет этими всеми вселенными. То есть это та же самая идея, которая заложена в фильме «Матрица» там, и так далее, что мы в какой-то матрице живем. Вот как эту матрицу описать? Вот теория физических структур описывает, что вот матрица, она вот имеет определенные вот характеристики. Но давайте вот эти характеристики использовать для того, чтобы улучшить собственную жизнь. Значит, вот карточка релакс. Что делает она? Да, то есть она нам помогает улучшить
взаимодействия с миром, снять напряжение какое-то, да, то есть расслабиться. Почему это важно? Ну, потому что говорят, что все болезни от стресса. А стресс он нас все время сопровождает. Слишком много факторов, которыми мы не справляемся, и которые не дают нам вот это вот расслабление и избивают вот этот наш иммунитет. Поэтому надо как бы с двух сторон защищаться. С одной стороны восстанавливать иммунитет, с другой стороны снимать вот это напряжение, которое разрушает этот иммунитет. Что происходит, когда люди пользуются светлицами? Ну, в первую очередь мы видим это рост энергии. То есть мы видим, что наше световое тело, оно становится более плотным, более упорядоченным. И так как оно является системой обеспечения связи с внешним миром, то значит к нам поступает более полная информация. У человека улучшается самочувствие, когда у него хорошая светимость. А светлица нам как раз помогает эту светимость улучшать. Просто что человек поносил в кармане, у него светимость стала выше. Да? Вот за 40 минут мы видим изменение здесь площади свечения, например, с 6 тысяч до 19 тысяч. То есть фактически в 3 раза здесь выросла площадь свечения у человека. Что значит площадь? Это значит, свет его стал ярче, значит, от него пошла волна света вокруг. Причем этот свет уходит с какой скоростью? 300 тысяч километров в секунду. Это значит, вокруг человека вот такое поле световое создается, и оно от него стремительно разлетается во все стороны. То есть влиятельность человека в этом плане очень велика. Другое дело, как это использовать, как вот эту свою структуру световую можно применять для того, чтобы в этой жизни мы могли проявить себя с самой лучшей стороны. То есть что мы видим здесь? Уменьшение усталости, утомляемости, концентрация повышается, внимание, растут эффективность, продуктивность, и снижается уровень стресса, тревожности, восстанавливаются связи с миром. Это все, можно сказать, что повышается общее качество жизни. То есть человек начинает жить более качественно, более полноценно, меньше напрягается, лучше принимает решения, у него в жизни, как говорят, все налаживается. Что еще можно с снижения стресса сказать? Мы проводили эксперименты на лабораторных животных, в частности на крысах. Ну, я вот опять к предыдущему слайду вернусь. Тут использовался метод ГРВ. То есть можно померить свет, который идет от человека с помощью таких приборов, которые называются комплекс газоразрядной визуализации. То есть он основан на эффекте Кирлян и позволяет нам вот проявить вот этот свой биосвет, сделать его видимым, и дальше его можно анализировать, причем можно делать даже диагностику различных болезней, чем пользуются некоторые врачи, которые освоили этот метод как диагностический. Но здесь мы как бы не рассматриваем вот вопросы диагностики в данный момент, мы вообще говорим как индикация. Было и стало, да, то есть есть некое изменение по светимости, которое мы можем зафиксировать, значит, некая вот такая карточка, которую человек подержал у себя в кармане, да, то есть посидел с ней минут 40, но она почему-то вот изменила его характеристику. За счет чего это произошло? За счет того, что те факторы, которые влияют на человека, они искажают его структуру. Да? То есть если убрать вот эти структурные искажения, уменьшить влияние помех, то начинает восстанавливаться вот тот энергетический баланс, который есть у каждого человека. Поэтому давайте дальше посмотрим по поводу вот этого снижения стресса на крысах. Просто брали, опять же, какой эксперимент? Почему его решили поставить? Ну, потому что говорят, да, это вот этот метод очень субъективный, да, вот человеку там сказали, что у него сейчас улучшится что-то, вот у него улучшилось. Оно может не объективно, а это вот эффект плацебо там и так далее. Ну, на крысах как бы сложнее эффект плацебо проявить, как-то им доказать, что они стали лучше, достаточно проблематично. Поэтому взяли группу крыс контрольных, которые ничего не делали, да, то есть, и брали опыты. Им под клетки подклеили вот такие вот карточки и смотрели, что происходит с этими крысами. Как смотрели? Ну, не внешне, как бы, как они выглядят вроде бы все одинаково. Брали пробу крови, потому что есть такая методика, которая разработана Горьковой и Квакиным. По составу крови можно определить, в каком состоянии находится человек или животное. Стресс, не стресс, тренировка, активация. То есть оказалось, что есть стандартное состояние, которое можно определить с помощью этого метода. И по этому вот параметру состояния крови можно вывести так называемый антистрессовый потенциал. То есть насколько он большой для того, чтобы можно было обратить внимание, то есть насколько человек
или организм справляется вот с такой вещью, как стресс. И вот мы видим, у нас вот синенькая, это у нас контрольная была группа этих животных, а вот это красненькие столбики, это у нас уже опытные. Раз в неделю делались измерения, поэтому тут вот у нас всего 5 точек получилось. Это исходное состояние, вот первая точка, да, то есть это через каждую неделю потом проводилось исследование. То есть всего 5 точек, всего 4 недели длился эксперимент. Что мы увидели за это? Что колебания, вот есть некие колебания вот этого показателя. Ну, мы видим, да, то столбики выше, то столбики ниже. Вот. Но наблюдался устойчивый рост вот этих вот этого показателя у опытных животных. И он вышел вот на некий показатель. Вот как раз вот эти значения, так показывающие, что практически все животные находятся не в стрессе. А вот эти контрольные, как бы у них то в стрессе, то не в стрессе. И вот на третью неделю эксперимента разница между контролем и опытными животными была в 26 раз по этому показателю. То есть все, которые контрольные, практически в стрессе были в этот момент, а все, которые опытные, ну, почему-то жили счастливой жизнью и не конфликтовали друг с другом. Улучшается структура воды. Почему это важно? Ну, потому что организм в основном состоит из воды. Для того, как у нас эта вода организована, какую она имеет структуру, вот так мы принимаем и обрабатываем информацию, так мы и живем. Но делали мы этот эксперимент на хорошей воде, на воде из озера Байкал. Замораживали кристаллики воды и смотрели, как они меняются. Вот здесь у нас с левой стороны как раз вот изображены кристаллики из озера Байкал. Хорошенькие такие, ровненькие кристаллики. А вот кристаллики, которые после того, как их взаимодействовали вот с нашим устройством со светлицей. Что мы здесь видим? Мы видим, что кристалл стал более сложным. В нем появились дополнительные оси кристаллизации. Что он уже не плоский, да, но какой объемный становится, как шарик такой игольчатый, да, то есть это что значит? Что вот появляются дополнительные связи, которые внутри организма организуют воду таким образом, что она становится более многомерной. То есть получается, повышается мерность приема информации. То есть человек начинает воспринимать более сложную информацию, то есть та, которая раньше вообще не доходила до него. А тут вдруг у него открываются какие-то каналы восприятия, и он начинает что-то понимать, то, что раньше не понимал. Но оказалось, что и качество воды с процессом кристаллизации очень связано. Оказывается, это очень важный показатель, сколько кристалликов появляется за единицу времени, вот единицы объема при заморозке этой воды. Не только какая структура проявляется, но и сколько их. Да? То есть, так вот, оказалось, что водопроводной воды этот показатель равен всего 50. У родниковой воды, которая считается хорошей, да, то есть это где-то около 100. Вода из озера Байкал, как эталонная вода вообще для нашей планеты, имеет этот показатель около 150. Но вот после светлицы удалось улучшить этот показатель почти на 80%. Вода после светлицы имела этот показатель порядка 250 было значение. Но потом мы взяли, допустим, более плохую воду. Например, вода такая, есть Шишкин лес, продается в России, достаточно популярная. Оказалось, что у нее этот показатель получше, чем водопроводной воды, но не намного, ну где-то порядка 80. До родниковой она явно не дотягивает. И вот у этой воды, после вот взаимодействия со светлицей, этот показатель стал порядка 220. То есть изменения в разы. Это вот мы как бы по фактам прошлись немножко и убедились, что эта технология работает, поэтому важно не только усиливать иммунитет свой, да, ну, например, с помощью этой карточки Хелинг или Целитель, но и уменьшать влияние стресса, расслабляться и не напрягаться. Это помогает нам делать карточка релакс. Но она еще помогает улучшать сон и помогает нам усиливать себя как такие вот системы, взаимодействующие с миром структур, не только в этой реальности, да, то есть, ну и в сонной реальности, когда мы тоже там что-то, какие-то взаимодействия участвуем, и что-то, может быть, там тоже делаем, можем проявить в той реальности какую-то структуру, которая потом проявится в нашей реальности в виде каких-то событий. Отсюда возникают вот эти вещи, сны и так далее. То есть, вот поэтому карточка релакс, она еще важна для того, чтобы мы могли лучше спать.